Друзья, всем огромный привет! Сегодня мы с вами будем декорировать вот этот камин, который я делала в том году. Ссылку на этот камин я оставлю в описании под этим видео. Можете перейти посмотреть, как он делается, из чего. Сразу скажу, он сделан из пенопласта, очень легкий. И он сейчас у меня вот в таком осеннем виде. Кстати, декор осенний я тоже показывала в одном из своих видео. Хочу все вот это убрать, переставить его посередине комнаты. Там тоже все поубираем. Здесь у нас есть розетка, поэтому постараюсь сделать гирлянду, чтобы она могла дотянуться до розетки или, возможно, сделать какой-то тройник. И сегодня будет у нас новогоднее декорирование. Покупали мы декора в различных магазинах. И покажу, что нам сейчас понадобится. Конечно, все, что сейчас тут есть, все цветы, это я все уберу, потому что на новогоднем декоре оно тут совсем не понадобится. Что нам понадобится для декора? Мы купили в Ашане вот такой спрей, он называется не тающий, потому что мы видели, были еще спрей снег тающий. Я так поняла, что после того, как вы его нанесете, он со временем исчезает. Но мы решили попробовать вот этот. Также мы насобирали шишки, рядом с нашим домом растет огромная ель. И шишки мы эти уже помыли, они у нас на солнышке подсохли, хотим их сбрызнуть этим спреем снегом. Конечно, можно еще, в принципе, гуашью покрасить кончики шишек. Если у кого нету такого спрея, тоже будет смотреться очень красиво. Надеюсь, шишек нам хватит. Также понадобится вот такая нитка, клеевой пистолет и к нему стержень клеевой. В Леруа Мерлен мы купили вот такую елочную гирлянду, еловую, наверное, гирлянду, правильнее будет сказать. Она длиной 2 метра 80 сантиметров. Я постараюсь тоже кончики этой гирлянды сбрызнуть. Мы ее вынесем на улицу, расправим и обработаем веточки этим спреем. И посмотрим, что получится. В фикс прайсе мы покупали вот такой, скажите мне, венок. Вот, венок, он уже обработан вот такими снежными нанесениями. Я так поняла, или это крошечный пенопласт, или какая-то крошка. Ну, если честно, он сильно сыпется, поэтому потрясу сначала над ванной, потом будем его уже в наш декор внедрять. Так, потом нам понадобится, наверное, вот такой Дед Мороз и вся вообще новогодняя атрибутика. Это у нас шары, которые мы покупали в Ашане. Такого вот плана. Сразу скажу, что у нас будет красно-золотой декор, поэтому нам понадобятся красные шары и золотистые украшения тоже, и золотые шарики. Конечно же, хочу сделать декор со свечами. Взяла я обычные в Магнит Косметике красные свечи, и к ним у меня уже были вот такие подставки. Если у кого нет и кому интересно, где я брала, это фикс прайс, стоили они по 77 рублей за штучку. Вы можете, конечно, декорировать любым другим вариантом. Также у меня есть целая коробка новогодних игрушек. Будет у нас висеть вот такой новогодний носок. Он у нас пока один. Это когда мы жили в Екатеринбурге, покупали еще в Сималенде вот такие носки. Я уже пожалела, что мы взяли всего лишь один. Нам бы еще парочку пригодилось бы. Ну и, конечно же, гирлянды. Они у нас в разных вариациях. Их очень много. Есть вот такие с шариками. Есть совершенно простые. Есть, вот смотрите, такие вот колокольчики, поэтому буду открывать, смотреть, какая лучше всего подойдет. А самые простые это маленькие небольшие светодиодики. И еще для украшений, наверное, возьму вот такие колокольчики. В фикс прайсе мы тоже покупали гирлянду, сейчас покажу какую, возможно, она тоже подойдет нам для декора. В фикс прайсе мы покупали вот такую вот светящуюся гирлянду, она на батарейках стоит 99 рублей. Длина у нее 1,80 м, на одной полоске идут светодиодики, а на другой просто бусинки. Бусинки не горят. Смотрится она очень нежно, включается очень просто одним рычажком, и никаких у нее режимов нет. То есть она горит вот таким образом. Смотрится вообще здорово. Но еще нашла вот такой у себя подсвечник. Он уже у нас, смотрите, побывал в такой аварии, мне пришлось его склеить, возможно, я его подкрашу, чтобы вот этого не было видно. Вот сюда кладется греющая свеча маленькая, и когда вы ее зажигаете, в этих звездочках отражается ее свет. И вот здесь вот наверху тоже горит, свет идет. Ну, симпатично смотрится, поэтому вход берем все, что находим, и будем декорировать. Ну, давайте приступим. Сначала мы уберем все с нашего камина и начнем декор.
Наши шишки мы решили покрывать снегом на улице, но когда прочитали на обратной стороне, что надо это делать при комнатной температуре, и на самом деле наш спрей плохо застывал, нам пришлось все это свернуть и унести в дом. Конечно, после того, как вы будете в доме пользоваться этим спреем, надо будет проветрить. Запах не такой уж и противный, чем-то напоминает освежитель воздуха, аромат такой, знаете, морской. Зашли мы домой, потому что начали на улице брызгать нашу шишку. Оказалось, что надо это все делать при комнатной температуре. И этот спрей, он не застывал на морозе. Сегодня у нас что-то там 0 или какая-то минусовая температура. Сейчас попробуем при комнатной температуре. Оставим это, наверное, немножко подсыхать и пойдем обедать. Пока я распрямляла нашу вот эту еловую гирлянду, посмотрите, она прям такая стала вся пушистая, но она жутко сыпется. Посмотрите, сколько от нее вот мусора, поэтому придется после того, как мы все это установим, тщательно опять пылесосить пол. Но сейчас попробуем, брызнем, посмотрим, что получится. Хорошенько надо встряхнуть. Я освободила камин от всего лишнего, что на нем было, и теперь буду примерять нашу елочную гирлянду. Так как у нас камин из пенопласта, то эта гирлянда очень легко крепится обычными швейными иголочками. Это, кстати, огромный плюс. И каркас этой гирлянды выполнен из проволоки. Она очень хорошо гнется. И стоит только расправить веточки, она примет ту форму, которая вам необходима. Для того, чтобы нам подвесить венок, необходимо отрезать нужное количество веревки. Сделаем из нее узелок и тоже на иголочку будем подвешивать к обоям. Прошло уже полчаса. Смотрите, шишки у нас все подсохли. Я переживала, что этот спрей не будет засыхать. Все подсохло, он очень приятно пахнет, поэтому теперь мы будем делать из этих шишечек украшения. А украшения я хотела сделать на веревочке. Возможно, даже я их скреплю несколько штучек вместе, вот так вот по 3. И будем подвешивать их на ленте на камин. И сейчас начнем это делать. Сейчас хочу попробовать сбрызнуть елочные веточки. Возможно, получится зафиксировать этот снежный налет, и покажу вам, что получилось. Ну вот смотрите, значит, вот так вот смотрится уже как заснеженные веточки, но он как-то слабовато виден. Возможно, надо было более плотно его брызгать. Самое интересное, представляете, он в процессе у нас кончился, и мы не успели добрызгать вот эту сторону. Ну, у меня то, что было на руке, я вот так вот рукой пожамкала, скажем так, и остатки нанесла на эти веточки. Но мне как-то больше нравится, когда они заснеженные, смотрится намного интереснее. Ну что, давайте продолжаем дальше.
Камин будем украшать вот такой гирляндой, колокольчиками. Она имеет несколько режимов. Сейчас я ее повешу, и мы с вами ее включим и посмотрим, что получится. Уже, кстати, темнеет, и будет очень хорошо видно. Вы посмотрите, какая красота! Мне уже очень нравится. Пришлось, конечно, камин пододвинуть ближе к стене, потому что там розетка. Но этот вопрос, я думаю, я решу. Попрошу мужа сделать удлинитель, чтобы у нас по центру стоял камин, и это по-другому все смотрелось. Ну, слушайте, очень здорово. У этой гирлянды несколько режимов. Сейчас посмотрим, какие еще есть. Нет, я вас обманула, хотела переключить, на самом деле там никаких режимов нет, вот она вот так вот мягко моргает, ну здорово. Давайте продолжать, остались шишки и игрушки. Теперь с помощью клеевого пистолета будем собирать наше елочное украшение, а точнее украшение для камина. Нам понадобится 3 шишки и также широкая атласная лента красного цвета. И также я нашла еще колокольчик, который прикрепила в самый низ этого украшения. И вот, наконец-то, готов наш камин. Я довольна результатом. Получилось все очень симпатично, прям как в сказке. Напишите ваше мнение, может, чего-то не хватает, может, что-то я упустила, и как бы вы его дополнили. У меня, кстати, еще есть парочка идей, чем можно его дополнить, и, возможно, я сниму вторую часть украшения камина к Новому году. Пишите ваши комментарии, пожелания. Если вы украшали тоже камин, укажите, какими игрушками и каким образом. В елочных игрушках я нашла вот такие ажурные пластиковые снежинки и повесила, конечно, на камин. Смотрится это еще краше. И также я положила вот такую мишуру, она придает более праздничный вид нашему камину. А на этом все. Спасибо, что вы были со мной. Всем отличного новогоднего настроения и до скорых встреч!